Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса «Кот Матроскин». Будем вместе с вами вязать вот такого вот котика, который в длину получается 27 сантиметров. Ножки, туловище и голова вяжутся одной деталью, ручки, хвостик и ушки ввязываются по ходу вязания. Валенки, шарфик и шапка-колпак съемные. Шапочка держится, я думала зафиксировать на резиночке, но решила зафиксировать на вот такой вот ленточке. Завязала здесь бантиком, чтобы шапка не спадала, и прикрыла все это дело шарфиком. Итак, давайте я вам подробно расскажу, что нам понадобится для вязания такого котика. Нам понадобится плюшевая пряжа. Я вяжу плюшевой пряжей от Himalaya Dolphin Baby. В одном мотке 100 грамм, 120 метров. Основных цветов будет два. Бледно-бирюзовый под номером 80347 и серый под номером 80320. Каждого цвета нам понадобится меньше половины мотка. Нам понадобится белый цвет под номером 80301. Нам его понадобится совсем немножечко на помпончик на шапочке, на белую мордочку. И этого котика, который мы будем вместе с вами вязать, я хочу ладошки, стопы и кончик хвостика вязать белым цветом. Далее нам понадобится красный цвет, это под номером 80318 для вязания шарфика и шапочки. Немного розового цвета, этот у меня под номером, не помню, сейчас посмотрим в книжечке. Вот этот 80346, это мы будем вязать вот эту вот часть, лицевую часть ушка. Нам совсем чуть-чуть его понадобится. Для вязания валенок нам понадобится темно-коричневая пряжа. У меня осталось вот так вот совсем немножечко. Думаю, на 2 валенка мне не хватит. Если не хватит, то, скорее всего, буду вязать тогда черным цветом. Коричневый цвет — это номер 80336 и черная 80311. В процессе вязания посмотрю, может быть, эти два цвета скомбинирую, либо же уже буду вязать одним цветом. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок под номером 5. Далее нам понадобится крючок меньшего размера, крючок-помощничек. У меня это под номером 2. Ножницы. Маркеры для отметки новых рядов. Можно использовать готовый маркер, либо же неплюшевую пряжу. Швейная игла с прочной нитью для того, чтобы пришивать белую мордочку голове игрушки. Неплюшевую пряжу черного цвета для вышивания бровей, ресничек, усиков и полосочки черненькой под носиком на белой мордочке. Нам понадобятся глазки на безопасном креплении, блестящие. На этот раз я буду использовать голубого цвета, размер 14 мм. Также нам понадобится носик на безопасном креплении, размер точного не помню, по-моему 14 на 16 мм. Вот, если сравнить с глазками, практически такого же размера. И нам понадобится наполнитель. Кстати, носик, если нету готово, то можно будет и вышить. Итак, давайте приступим к вязанию. Перед началом вязания хочу обратиться к новичкам и гостям моего канала. Перед тем, как начать вязать котика, обязательно посмотрите два моих видео. Одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа». В этом видео вы узнаете, каким способом вязать вам и каким номером крючком, чтобы наши с вами размеры игрушек совпадали. Второе видео — это вязальное видео шпаргалочка. В этом видео вы узнаете, как наполнять голову игрушки наполнителем так, чтобы она была устойчивой, как прятать те или иные хвостики пряжи в вязании и много другого полезного, которое вам пригодится при вязании этой игрушки, которую мы с вами будем вязать, и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео.
Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу в цвет ладошек, основной крючок. Как я говорила выше, на этот раз я вот эту часть буду вязать белым цветом. Итак, набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующие 3 ряда вяжем без изменения с 3 ряда по 5 включительно. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Последний столбик 5 ряда слегка распустим. На нем мы перейдем к серому цвету. Итак, берем пряжу серого цвета, довяжем этот столбик. Следующий ряд 6, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И такую комбинацию повторим еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Пряжу белого цвета отрезаем и завязываем на узелочки, прячем вовнутрь вязания. А если же вы не вязали белым цветом, а вязали так же, как, допустим, я вязала в этой игрушке, то основные цвета мы здесь не отрезаем, а просто плавненько будем переходить к следующему цвету. Итак, белую пряжу я отрежу. Итак, в 6 ряду у нас получилось 10 петель. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. 7 и 8 ряды. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Последний столбик 8 ряда не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к бледно-бирюзовому цвету. Провязали. Последний столбик 8 ряда не довязали до конца. Берем плюшевую пряжу бледно-бирюзового цвета и довязываем. Отмечаем новый ряд. Следующие 3 ряда с 9 по 11 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Серого цвета пряжу мы не отрезаем, а просто завяжем с бледно-бирюзовым цветом на узелочек. Провязали. Последний столбик 11 ряда не довязываем до конца. На нем мы переходим к пряже серого цвета. Подхватили пряжу серого цвета и довязали этот последний столбик. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. С 12 ряда по 14 включительно. И также последний столбик 14 ряда не довязываем до конца. На нем будем мы возвращаться к бледно-бирюзовому цвету. Провязали последний столбик 14 ряда, не довязали до конца. Переходим к бледно-бирюзовому цвету пряжи. Следующие 2 ряда 15 и 16 вяжем без изменения.
В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Серого цвета пряжу можно будет уже отрезать, зафиксировать ее узелочком и спрятать вовнутрь ручки. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним ручку наполнителем. Наполняем где-то вот так вот, половина ручки. И наполняем средней плотности. Наполнили ручку наполнителем, маркер снимаем, он нам уже не понадобится. Складываем наше вязание пополам и провязываем вот эти вот 2 ряда 4 столбиками без накида. 1, 2, 3. Последний столбик буду вязать крючком меньшего размера, чтобы крайний столбик был более аккуратненьким. На конце у нас 3 петли. Подхватываем сначала 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем петлю, которая осталась крайняя, беспарная. Протягиваем сквозь нее тоже рабочую петлю. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик мы прячем вовнутрь ручки. Одна ручка у нас готова, вторую вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Кот Матроскин». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!